Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков и гостей на своем канале, также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц. Напоминаю вам о плейлистах, которые находятся на главной странице канала. В этих плейлистах собраны узорчики, так скажем, под одной категорией. Простые узорчики, ажурные узорчики, узорчики объемные и так далее, и так далее. Поэтому заглядывайте, узорчиков очень много, чтобы вы не растерялись. Вы можете заглядывать сразу же в плейлисты и выбирать понравившийся вам узорчик. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы уже работали, и с новым узорчиком. Напоминаю, что вы берете пряжу любую, какая у вас есть, потому что все узоры универсальные, и поэтому пробуйте вязать из любой пряжи, не только из такой, которую показываю я. Ну, а я в свою очередь останавливаюсь на ниточках, с которыми работаю сегодня. Смотрите, называются они новички, кто еще не вязал, смотрите. Alize Angora Gold. Идем дальше. В 100 граммах находится 550 метров. По составу смотрим. Это 80% акрил, 20% шерсть. И нам говорят, берите крючок от двоечки до четверочки. Сразу же, пока не забыла, называют цвет. Цвет 505. А в данном случае розовый цвет ниточек. Смотрите, какой цвет. Цвет 185. На камеру, в принципе, так и передается, как есть на самом деле. Я беру крючок номер 3, так, потому что я данную пряжу вязала крючком номер 3. В принципе, меня все устроило. Вы точно так же берете свою пряжу, изучайте аннотацию, рекомендации от производителя, какой брать крючок, подбирайте под свою плотность вязания, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Так, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 6 петелек. Давайте я, например, наберу 5 раппортов. Это получается 30 воздушных петелек. И дополнительно еще одну петельку, чтобы узорчик ровно красиво закончился. Ну а вы в свою очередь набираете, сколько вам будет удобно. Итак, все как всегда. В начале у нас идет петелька фиксации. При наборе петелек мы ее не считаем. А теперь я набираю 31 воздушную петельку. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31. Вот, мой будущий образец. Далее я сделаю, как во многих узорчиках, вспомогательный ряд. Он будет состоять из столбиков с накидом. Итак, 3 петельки подъема. Раз, два, три. Теперь отсчитываем от крючка пятую петельку. Раз, два, три, четыре, пять. Накид. В пятую петельку нырнули, вытянули ниточку, провязали по 2 петельки, столбик с накидом. Накид. В следующую петельку опять нырнули, вытянули ниточку, провязали столбик с накидом. И так вы шагаете в каждую петельку цепочки и провязываете столбики с накидом. По итогу у вас получается такое количество столбиков, сколько вы набирали в цепочке петелек. То есть в моем случае 31 петелька была, значит 31 столбик должен получиться, ни больше, ни меньше. Все, а так никаких сложностей. И не забывайте, что первые 3 петельки подъема, которые вы провязали, это тоже считается как столбик с накидом, имитация столбика. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7 столбиков я уже провязала. Давайте до конца ряда самостоятельно, и в конце ряда я вас встречу. Договорились? Давайте, несложно, у вас получится. Так, смотрите, вот мы провязали наши столбики, все ровненько, аккуратненько. Теперь приступаем непосредственно к узорчику. Для начала 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. Теперь смотрите, делаем накид, пропускаем 2 столбика. Раз, два. И в третий столбик нырнули, провязали 2 столбика с накидом. Раз столбик с накидом. И сюда же верхушку этого же столбика провязываем второй столбик с накидом. Теперь 1 воздушная петелька, накид. И опять возвращаемся в этот же столбик и провязываем еще такие же 2 столбика с накидом. Раз. И сюда же 2. И у нас с вами формируется вот такой вот маленький веерочек. Далее 3 воздушные петельки. Раз, два, три. В столбиках пропускаем 5 столбиков. Раз, два, три, четыре, 5. В шестой нырнули и провязываем такой же веерочек. Столбик с накидом. Раз. Столбик сюда же с накидом. 2. Воздушная петелька. И опять сюда же столбик с накидом. Раз.
столбик с накидом 2. Угу. Не сложно? Не сложно. Опять 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И опять пропускаем 5 столбиков. Раз, два, три, четыре, 5. И в шестой провязываем точно такой же веерочек. Опять 2 столбика с накидом. Раз, сюда же 2, воздушная петелька. И опять сюда же 2 столбика с накидом. Раз, два. И вот так вот мы шагаем до конца ряда, провязываем веерочки вот с такими интересными арочками. Договорились? Давайте до конца ряда самостоятельно, а в конце ряда я вас встречу. Так, смотрите, вот наши веерочки с арочками практически готовы. Почему практически? Я хочу вам показать, как мы заканчиваем ряд. То есть получается, вот мы провязали веерочек, опять так же, как и в начале ряда, пропустили 2 столбика, и там, где 3 петельки подъема, провязываем столбик с накидом. Но я провязала его не до конца, потому что я хочу здесь присоединить новую ниточку. Вы можете присоединять, можете не присоединять, но мне вот так вот захотелось, чтобы была вот такая вот ниточка. Смотрите. Последние 2 петельки последнего столбика я провязываю новым цветом. И у меня ряд закончился розовой ниточкой, но в процессе вязания уже появилась темно-розовая. Воздушная петелька, поворот. Сюда же в верхушку этого же столбика я провязываю столбик без накида. Воздушная петелька. Смотрите, вот в арочку, там где была воздушная петелька, нырнули и провязали столбик без накида. Воздушная петелька. Теперь смотрите, делаем накид. Так, еще один накид. И смотрите, опускаемся, получается, на ряд ниже. Так, у нас здесь было 5 столбиков. Так, мы опускаемся к третьему, к центральному столбику, вот таким вот образом. Захватываем и арочку нашу тоже вместе. И провязываем, смотрите, 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Столбик с 2 накидами. А теперь 2 воздушные петельки. И вот теперь смотрите внимательно. Накид. И мы возвращаемся. Вот если внимательно посмотреть, у нас здесь как бы наискосок такие 2 петельки. Мы вот так вот их захватываем у этого столбика. Аккуратненько 2 петельки. Оп, видите? Вот. Вытягиваем через них ниточку. И провязываем 2 петельки. 2 петельки как столбик с накидом. По итогу у нас формируется вот такая вот интересная рогатка. Угу. Дальше опять воздушная петелька. Переключаемся в веерочек, в арочку, столбик без накида. Воздушная петелька, 2 накида. Опять опускаемся вниз, на ряд ниже, к третьему столбику центральному. И провязываем столбик с 2 накидами. 2 воздушные петельки, накид. И опять возвращаемся к этому столбику, вот к нижним нашим петелькам. Захватываем петельки и через них протягиваем ниточку. И далее провязываю, как обычный, столбик с 1 накидом. По итоге опять вот такая вот рогаточка. Как вам? Здорово и несложно, да? И вот так вот вы шагаете до конца ряда. Договорились? Давайте, а в конце ряда я вас встречу. У вас получится. Так, смотрите, вот наши рогаточки интересные. Провязали практически до конца ряда. Как мы заканчиваем ряд? Вот мы провязали в арочку столбик без накида, воздушная петелька. И помните, здесь делали 3 петельки подъема. Так? Мы, получается, в третью петельку вот так вот ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем столбик без накида. Далее 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот, накид. Сюда же в этот же столбик ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем 2 столбика с накидом. Раз. И сюда же 2. Угу. Далее 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Накид. Вот у нас получается арочка. Помните, в рогаточке была из 2 воздушных петелек. Вот в эту арочку провязываем точно такой же веерочек. Вот как розовый был у нас. 2 столбика с накидом. Раз. Сюда же 2. 1 воздушная петелька. И опять возвращаемся в арочку и провязываем 2 столбика с накидом. Раз и 2. Вот у нас веерочек. Так? А в самом начале ряда у нас была половинка веерочка. Понятно? И опять 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Накид. Переключаемся в следующую рогаточку и точно так же провязываем веерочек. Раз, столбик с накидом. 2 столбик с накидом. Воздушная петелька. И опять возвращаемся сюда же. Раз, столбик с накидом. И сюда же 2
столбик с накидом. То есть, если внимательно присмотритесь, вы поймете, что мы провязываем точь-в-точь, как самый первый ряд розовый. Ну, просто в шахматном порядке, понятно? То есть, также веерочек, арочка, веерочек, арочка, веерочек, арочка, веерочек, арочка до конца ряда. Не сложно? Я думаю, не сложно, вы справитесь. А в конце ряда я вас встречу. Договорились? Давайте. Так, смотрите, вот наши очередные веерочки с арочками готовы. Все ровненько, аккуратненько. И заканчиваем мы ряд, получается, тоже провязываем половинку веерочка. Смотрите, накид. И вот помните, мы когда здесь присоединялись, да, столбик без накида был. Мы в него провязываем 3 столбика с накидом. Раз столбик с накидом. Сюда же 2 столбик с накидом. Ну и как бы как кромочный, да, назовем его. Третий столбик, чтобы был ровный краешек. Все, ряд наш закончен. Вы можете продолжать этой же ниточкой вязать дальше, да, то есть у вас может быть одним и тем же цветом. Но я хочу опять переключиться на розовую ниточку. Вы можете переключиться на третий цвет, то есть на ваше усмотрение. Я, смотрите, как последний столбик наш, оставляю 2 петельки, так, и вот эти вот 2 петельки последнего столбика аккуратненько тяну розовую ниточку, сильно не тяну, чтобы край не зажулькался, и провязываю 2 последние петельки вот так вот раз, понятно, краешек. Ниточку держим слабенько. Если мы затянем розовую ниточку, вот, понятно? Вот так вот он называется, зажулькается. Вот, поэтому немножечко расслабили. И дальше продолжаем вязать. Воздушная петелька, поворот. И сюда же верхушку этого столбика, столбик без накида. Воздушная петелька, 2 накида. Теперь смотрите, мы опускаемся точно так же. А арочку пропускаем. Вот у нас здесь был столбик без накида. Мы к нему опускаемся, вытягиваем ниточку и провязываем, получается, столбик с 2 накидами. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки, 2 воздушные петельки. И опять возвращаемся к этому же столбику, вот к нижним, получается, 2 петелькам, которые в самом низу находятся. Вы их увидите, они как бы наискосок. Вытягиваем через них ниточку и провязываем столбик с накидом обычный. И у нас очередная вот такая вот интересная получается рогаточка. Поняли, да? Как и здесь мы темно-розовый вязали. Опять 1 воздушная петелька. Переключаемся в арочку от веерочка, столбик без накида. 1 воздушная петелька, опять 2 накида. Опускаемся к столбику без накида. На ряд ниже. И провязываем столбик с 2 накидами. 2 воздушные петельки. И обращаемся опять к этому же столбику. Вот таким вот образом. Нижние 2 петельки захватываем. И провязываем столбик с 1 накидом. Понятно? То есть вы повторяете точно такой же ряд у нас с рогаточками, который был вот темно-розовой ниточкой. Понятно? Все, давайте до конца ряда самостоятельно. И я вас встречаю. Так, смотрите, вот готовы наши рогаточки. Все ровненько, аккуратненько. Как мы заканчиваем ряд. После последней рогаточки воздушная петелька. И помните, в предыдущем ряду здесь были 2 столбика с накидом и 3 петельки подъема. Так вот, в третью петельку мы ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем столбик без накида. Все, ряд наш закончен. Далее этой же ниточкой 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот, накид. И вот в нашу арочку от рогаточки ныряем, провязываем веерочек, как мы провязывали. Столбик с накидом 1. Сюда же столбик с накидом 2. Воздушная петелька. И опять провязываем сюда столбик с накидом 1. Столбик с накидом 2. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И опять переключаемся в следующую рогаточку и провязываем веерочек. То есть мы с вами провязываем точь-в-точь, как самый первый ряд. Поняли, да? То есть получается, у нас раппорт узорчика состоит из 2 рядочков. Рогатка, веерочек, рогатка, веерочек. Так? И сам вертикальный раппорт полностью, это получается 2, 3, 4, 5 ряд. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Поняли? Все, вообще не сложно. Для тех, кто умеет вязать по схемке, я сюда прикладываю схемку. Смотрите, сами себя контролируйте. Кто не умеет вязать по схемке, посмотрите обязательно. Ничего сложного нет. Мы уже все элементы с вами провязали. И столбики с накидом, и столбики без накида, и воздушные петельки. Вы увидите, что не такая уж сложная грамота вязать именно данный узорчик по схемке. Но схемка какого качества есть. Итак, давайте увеличим наш образец на несколько рядочков. Посмотрим, что в итоге получится. Должно получиться очень даже интересно. Все, встречаемся через несколько рядочков. У вас получится.
Итак, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот такая по итогу красота. Очень просто, очень легко, очень воздушно. Шикарно получается. В моем случае вот эта сторона лицевая. Так, вот эта сторона будет изнаночная. Вы, конечно, для себя тоже выбираете, какая сторона вам больше нравится. Такая сторона у вас будет лицевая. Летние ли ниточки, топики, маечки, да. Либо это будут демисезонные ниточки, кофточки, кардиганчики. Точно так же это могут быть и шарфики, это могут быть и палантинчики. Если это зимняя ниточка, это снудики, обязательно теплые кардиганы. Шикарно? Вообще шикарно. Выбирайте себе крючок, выбирайте себе пряжу. Вы можете точно так же сделать двух цветов, да, изделия. Вы можете вообще менять ниточки, можете сделать из большого количества цветов, может быть, разные полосочки будут. Меланжевая ли ниточка, секционная ли пряжа. Пробуйте. Из разной пряжи узорчик выглядит по-разному. Вот так вот он тянется в моем случае. Вот так вот тянется в моем случае. Вы, конечно, вяжите из своих ниточек и проверяйте, как в вашем случае будет тянуться и какому изделию подойдет. Давайте я замерю. Я сегодня, получается, набирала 31 воздушную петельку. И, допустим, моя пряжа, мой крючок, моя плотность вязания, да, то у меня это получается, ну вот, 14,5 сантиметров. А тут получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14. 14 рядочков вяжется очень-очень быстро и легко. Смотрите, ну практически 11 сантиметров, да, то есть рядочки небольшие, получается 10 сантиметров с хвостиком. Вот такая вот красота. Как вам? Кто вязал данным узорчиком, рассказывайте, что вязали. Я так понимаю, что схемка не новая. Если не вязали, то подбрасывайте идейки, что можно будет связать такого интересного. Да? Надеюсь, вам сегодняшнее видео понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, чтобы новинки не пропустить. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Сохраняйте себе в плейлисты. Вяжите и смотрите в свободное время. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.